Всем привет! В этом видео вы узнаете, каким безалкогольным ингредиентом можно заменить коньяк. Поехали! Для того, чтобы понять, каким безалкогольным ингредиентом можно заменить коньяк, необходимо знать, чем же этот напиток отличается от других. Коньяк – это спиртной напиток из белого вина, полученный на строго ограниченной территории с помощью тщательно охраняемых способов производства. Он носит имя небольшого французского городка, где его изготавливают уже более 300 лет. Город Коньяк расположен на юго-западе Франции, примерно в 150 километрах к северу от Бордо. Насколько известна история этого региона, он всегда отличался своей деловой активностью. Уже в III веке нашей эры по инициативе римского императора Проба здесь разбили первый виноградник. Вначале фламандцы, затем голландцы и вслед за ними англичане приезжали сюда за солью, которая была важным источником дохода, а немного позднее и за вином. Вино, которое служит основой для производства коньяка, производят из строго определенных сортов белого винограда, дающий легкий кисловатый оттенок, который является первой отличительной особенностью этого напитка. Но это далеко еще не все. В XVI веке голландские купцы стали предпочитать легкому и слабоалкогольному вину более крепкие напитки, которые не портились и занимали меньше места в трюмах кораблей. Голландцы начали заказывать у французских виноделов так называемое жженое вино, обменивая его на медь. Жженое вино было достаточно грубоватым напитком, и перед употреблением его разбавляли водой. Однако было замечено, что во время долгих морских путешествий перевозимое в дубовых бочках спиртное улучшалось от контакта с деревом. Цвет жженого вина становился темнее, появлялись легкие ароматы, а грубые исчезали. Именно поэтому важную роль в производстве коньяка играют бочки, которые являются лучшим местом для выдержки этого напитка. Бочки изготавливают из дуба, которые срубают зимой, пока спят его соки. Именно древесина дуба, особенно сердцевина дерева, придает коньяку аромат ванили и яркие древесные оттенки. Думаю, теперь вы понимаете, что отличительной особенностью коньяка является не алкоголь, а виноград, который по особым технологиям производства обогащает полезными свойствами дубового дерева. А теперь представьте, что у вас была бы возможность попробовать напиток, который бы содержал в себе все эти полезные свойства, но полностью исключал алкоголь. И такая возможность у вас действительно есть. Более того, даже существуют целые компании, которые занимаются разработкой и производством напитков такого типа. И если вы никогда не знали о них, то, наверное, вы никогда не слышали о такой сладкой добавке, как сироп коньяка. Сироп-коньяк – это отличная замена благородному спиртному напитку для гурманов, которым нельзя употреблять алкоголь. Несмотря на то, что вкусовые особенности обоих продуктов идентичны, технологии создания коньяка и сиропа различаются. Последний производится из очищенной воды, которая смешивается с сахаром, фруктово-ягодными и древесными экстрактами, а также специями. Сырье подвергается термической и другим видам обработки, направленным на получение густого десерта с однородной консистенцией и приятным многогранным букетом. Сироп-коньяк отлично подходит для создания различных коктейлей. Также его можно добавлять в тесто при изготовлении сладкой выпечки. Продукт подходит для пропитывания тортов,
пирожных и кексов, которые получаются особенно ароматными и сочными. Использовать сироп-коньяк можно и для приготовления начинок для пирогов, поскольку десерт отлично держит форму и хорошо выдерживает термическую обработку. А если вы хотите получить напиток, наиболее близкий по своим вкусовым качествам к настоящему коньяку, достаточно развести данный сироп с обыкновенной водой. А теперь представьте, какое количество безалкогольных коктейлей можно приготовить, используя данный сироп. Этим мы и займемся с вами на моем канале в ближайшее время. А если у вас есть идеи на этот счет, и вы бы хотели трансформировать ваш любимый алкогольный коктейль на коньяке, о котором я, возможно, не знаю, напишите об этом в комментариях. А теперь давайте перейдем непосредственно к сиропам определенных производителей, которые бы, по моим ощущениям, могли бы выступать в качестве безалкогольной альтернативы коньяку. И честно сказать, на данный момент я бы мог порекомендовать всего 3. Коньячный сироп на основе концентрированного сока и натуральных экстрактов от компании Royal Cane. Тонкий и элегантный сироп со вкусом знаменитого французского напитка от компании Prof Syrup и аристократический коньячный сироп от компании Berline. Средняя цена данных сиропов варьируется в районе 300-400 рублей, что на порядок дешевле любого французского коньяка. И пробовать ли такие интересные напитки в составе своих коктейлей, решать только вам. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и чтобы не пропустить следующее видео, обязательно кликайте на колокольчик. На моих страницах в социальных сетях вы можете найти описание всех моментов, о которых говорится в этом видео, и не переключайтесь. В следующем выпуске я проведу краткий обзор безалкогольного коньячного сиропа компании Royal Cane. А если вам будет интересно узнать, как украсить коктейль при помощи мускатного ореха, кликайте по ссылке на экране. Всем пока, ваш шейххакер.